Привет! Сегодня хочу вам рассказать про аналоговое и цифровое суммирование. Насколько я понимаю, дебаты на эту тему еще не прекращены, и есть смысл поговорить о том, что такое аналоговое суммирование, как его сделать и как оно вообще происходит. Предположим, вы сводите в DAW-станции, и вы можете в любой момент сделать и пересчитать ваш микс, сделать цифровое суммирование внутри. Это будет называться internal mixing. Да? То есть внутреннее суммирование даст вам, собственно, из всей вашей аранжировки или мультитрека создаст файл, который будет называться, судя по всему, Original Mix. И этот файл будет Left-Right Channel. Но то же самое можно сделать и в аналоге. Можно не делать пересчет внутри DAW-станции, а выйти в аналог, сделать аналоговое суммирование и потом вернуться обратно в DAW уже с файлом Original Mix. И в этом вопросе есть очень много сторонников аналогового суммирования. Многие говорят, что оно звучит яснее, прозрачнее, теплее и еще много-много всяких эпитетов. А сегодня я хочу вам рассказать, как оно делается. Мы с вами проделаем, собственно, весь этот процесс, и вы сами убедитесь, в чем разница между цифровым суммированием и аналоговым. Напоминаю на всякий случай, что у меня идут онлайн-курсы. Если хотите, присылайте свои заявки, записывайтесь. Курсы идут с регулярностью примерно 3-4 недели. Разные группы, все очень интересно. Но кому интересно подробнее, то там в описании у вас будут ссылочки. Итак, у нас есть, допустим, DA-конвертер на 8, 16 или 24 канала. И мы можем через эти выходы выйти с темовым миксом, когда мы инструменты какие-то сгруппируем в стереопары. Ну, например, все гитары в одну стереопару или все арпеджаторы в одну стереопару. Предположим, 8 каналов. Значит, мы можем выйти 4 стереопарами. Дальше мы выходим в сумматор. Вот теперь немножко о сумматорах. Ну, сумматоры — это отдельная тема. Это, между прочим, достаточно прибыльная и большая индустрия, потому что выпускаются очень разные сумматоры на 8, 16, 24 канала. И есть сумматоры, которые стоят как самолет, под 10 тысяч долларов. Что он из себя представляет? Это такой бокс, который делает аналоговое суммирование. Он его может делать пассивно или активно. То есть, либо он реализован активным, либо пассивным. У него есть некое количество входов. На каждом входе у него есть ручка Gain и ручка Panorama. Собственно, на этом все. И есть мастер-шина, которая определяет, собственно, громкость. И дальше из сумматора вы входите опять в AD-конвертер, оцифровываете и получаете файл Original Mix. Выглядит это вот так, как у вас сейчас на экране. Как распределить каналы для аналогового суммирования? То есть нужно сделать некие стемы. И вообще в чем проблема? Если вы делаете internal mix, то мастер-шина у вас будет звучать примерно на уровне минус 5, минус 10 дБ. То есть вы делаете небольшой запас headroom. Это значит, что каждая ячейка у вас звучать будет минус 10, минус 20 дБ, а тихие звуки будут минус 20, минус 30 дБ, и, может быть, еще ниже. И таким образом вы все время все дальше и дальше уходите от нуля к низким уровням. Но если у вас дорожка звучит с уровнем минус 30 дБ, то ее эффекты звучат на уровне минус 60, минус 80 дБ и ниже. А реверберационный хвост, который плавно-плавно затухает, он звучит совсем тихо. Да? И, соответственно, чем ниже уровни в цифре, тем ей труднее прорабатывать детальность вот этих тонких хвостов. И, соответственно, шумов там становится больше, проработка менее детальная. И принципиальный вопрос при аналоговом суммировании – это вывести вот эти все хвосты, реверберации, дилеи и так далее, отдельной стереопарой и хорошим уровнем. Именно это позволяет сделать аналоговое суммирование. Давайте посмотрим, как мы можем распределить каналы и инструменты на несколько стереопар. Первый вариант –
это когда у вас 8 каналов. То есть у вас всего 4 стереопары. Первые 4 канала остаются индивидуальными. Допустим, кик-драм, снейр-драм, бас, лид-вокал. Дальше стереопара, все остальные инструменты. Арпеджаторы, синтезаторы, пэды, струнные, гитары и так далее. И последняя, 4-я пара – это ваши FX. То есть лид, кик, драм и бас у вас звучат без эффектов. Как и стереопара инструментов. Они тоже звучат без эффектов. А эффекты выходят отдельной стереопарой. Если у вас 16-канальный сумматор, то вариант может быть более подробным. Допустим, кик, драм, бас, лид вы отдаете отдельно. Дальше стереопара с ВЧ-перкуссией. Это хэты, шейкеры, тарелки, тамбурины. Дальше стереопара, допустим, с гитарами. Стереопара с синтезаторами и пэдами. Отдельно бэк-вокал, отдельно струнные и, опять же, отдельно FX. Ну, варианты такие, да. Я в описании вам кину ссылочку. Это моя статья, она не очень большая. Называется «Сведение и мастеринг. Часть 7». Почитайте и посмотрите, что такое аналоговое суммирование. И кроме этого, здесь есть примеры цифрового и аналогового суммирования, то, что мы сегодня с вами будем делать. И тоже можно будет послушать отдельно уже сведенные и просуммированные треки. Итак, давайте теперь перейдем к сессии. У нас есть мультитрек, тут огромное количество дорожек, много всяких инструментов, есть гитары, есть дудук, есть вокал и прочее, прочее, прочее. Вот это все у меня разведено на 7 стереопар. Ну, как я там писал в этой статье, так я, в принципе, и сделал. Кик-драм, снейр-драм, лид-вокал и бас выходят отдельно. Каждая дорожка – это один инструмент. Дальше. Вся ВЧ-перкуссия, гитары, отдельно пэды, отдельно бэк-вокал и отдельно дорожка FX. Теперь, если я все эти дорожки поставлю в 0, то фактически я получу тот микс, который я сделал internal внутри программы Cubase. Давайте теперь это все сделаем. FX. Ну, я начал все с конца. То есть я специально показал вам дорожку с FX-ами. Бэк-вокал. Пэды. Гитары. Ну вот. Сейчас я нажму кнопку, у вас будет звучать internal mix. Теперь, если я правильно поставлю фейдера, а я их все поставлю на плюс 5 дБ, потому что в аналоге, чем большим уровнем мы выходим, в отличие от цифры, тем лучше. И, соответственно, у вас больше насыщения, больше сатурация, и аналог вносит свои изменения в фонограмму и насыщает ее, собственно, хорошим звуком. Индивидуально все звучит без эффектов. Эффекты все в отдельной стереопаре. Ну и сравним теперь. Вот. Итак, я подготовил тут два файла. Первый называется internal mix, второй analog mix.
Сделал я это так, как вот я вам сейчас это показал. То есть первый internal mix, это я просто сделал экспорт аудио mixdown внутри Cubase. Второй, это когда я собрал вот здесь на пульте, и я не использовал ни компрессоров, ни эквалайзеров, ни временной обработки, я ничего не использовал. И просто поставил все фейдера на плюс 5 дБ. И теперь мы можем послушать разницу между одним и вторым файлом. Значит, когда горит соло, то вы слышите аналоговый микс. Когда соло не горит, вы слышите internal микс. Итак, первый internal, второй аналог. Ну вот, вы послушали internal и послушали аналоговый микс. На первый взгляд, может быть, разницу даже и не заметили. Кто-то из вас мог и не заметить разницу. Поэтому я должен сказать, на что нужно обратить внимание, когда вы слушаете один и второй микс. В чем разница между цифрой и аналогом? Первое. Послушайте инструменты, которые достаточно динамичны. Ну, допустим, малый барабан и хэт, который играет в правом канале. Если внимательно прислушаться, то ощущение будет, что в internal миксе использовался просто другой сэмпл, ну или в аналоговом миксе. То есть как будто это просто два разных сэмпла малого барабана. На самом деле это все одно и то же. То же самое касается хэта. В аналоге он более динамичный, более яркий, более точный. На что еще надо обратить внимание? Когда мы делаем internal микс, то стереообразы, стереоимиджи инструментов, они немножко становятся более размытыми. То есть, когда мы это делаем в аналоге они остаются так, как они, собственно, и записаны, так, как они должны быть. Ну, грубо говоря, флейта слева, скрипка четко справа. И вы можете точно локализовать направление на вот этот источник звука. Как только мы делаем internal суммирование, вот эта точная локализация объектов, она как бы уже и вроде и размывается. Динамика инструментов меняется, но это я уже сказал. Это можно услышать по малому барабану и по хай-хету. В нижней части спектра аналог не так грязнит весь этот низ, он становится более ощутимым, более фундаментальным и более четким и ясным. В internal миксе вот это немножко размывается. Еще раз давайте послушаем, я дам вам послушать то и другое. Потом каждый из вас, кто захочет, может вернуться и послушать это еще раз, промотав, может быть, не один раз, а 2-3, и там с 5-го раза вы почувствуете эту разницу. Итак, слушаем первый аналоговый микс, второй цифровой. Вот зеленая дорожка – это аналог. А вот эта дорожка с таким ярким, едким цветом – это цифра. Ну вот. И
еще одно напоследок. Ну, в данной ситуации вы понимаете, о чем мы, собственно, говорим, и когда вам будут говорить об аналоговом сведении, вы уже сами сможете принять решение, интересно это вам или нет, нужно это или нет. Но могу сказать, что 9 из 10 обычных слушателей, конечно, не заметят никакой разницы между аналогом и цифрой, между аналоговым и цифровым сведением. А уже надо это вам или нет, решать вам. Но, по крайней мере, теперь вы знаете, что это такое и как это работает. И еще для примера я вам покажу. Я сделал дорожку. Это тот же аналоговый микс, только во время сброса я поставил 1176. Это вот этот прибор. Universal Audio 1176, аналоговый, на мастер-шину. По громкости все будет то же самое. По картинке видно, да, что вот этот трек более сильно сжатый. И теперь попереключаемся с одного, второго на третий. Слушаем. Первый аналоговый, потом второй я сделаю аналог-микс с 1176. Наверное, объективности ради надо сюда сделать хотя бы минус 1 дБ. Ну, давайте, может, даже минус 2. Ну вот, не буду вас дальше мучить, кто захочет, отмотает назад и послушает еще раз. И я говорил, в той статье там есть тоже эти примеры, те же примеры с аналоговым и цифровым суммированием. Ну, надеюсь, вам это было полезно, это интересно, по крайней мере, теперь вы точно знаете, нужен вам аналоговое суммирование или нет. Ставьте лайки, жмите на бубенчики. Всем пока, хороших миксов.